Два брата, Сергей и Андрей, решили провести выходные на рыбалке. Они давно не рыбачили вместе, и это было отличным способом вспомнить детские времена, когда они проводили часы на реке, ловя рыбу и наслаждаясь природой. Братья выбрали уединенный пруд, о котором слышали от друзей. Это местечко славилось не только хорошей рыбалкой, но и живописными пейзажами. Рано утром, когда солнце только начинало подниматься над горизонтом, братья загрузили в машину удочки, приманки, термос с кофе и немного закусок. По дороге они обсуждали, какие рыбы могут попасться им на крючок, и кто из них поймает больше. Смех и шутки наполняли машину, и вскоре они прибыли к пруду. Пруд встретил их теплым летним солнцем, а легкий ветерок приятно обдувал лица. Вода была спокойной и прозрачной, а вокруг росли зеленые деревья, создавая уютную атмосферу. Братья с удовольствием забросили удочки, настроившись на долгожданное время отдыха. Они наслаждались тишиной, лишь изредка нарушаемой плеском воды и щебетом птиц. Время шло, но рыба не клевала. Братья не отчаивались. Они просто наслаждались моментом, вспоминая, как в детстве ловили рыбу на этом же пруду. Сергей рассказал историю о том, как в детстве поймал огромного карпа, а Андрей вспомнил, как однажды вытащил из воды старый ботинок, который все решили считать счастливым. Они смеялись и делились воспоминаниями, когда вдруг услышали шуршание в траве. Сначала они не придали этому значения, полагая, что это просто ветер или мелкие животные. Но звук становился все громче и ближе. Братья переглянулись, и в их глазах появился страх. Вдруг из-за кустов выскочил огромный крокодил. Его чешуя блестела на солнце, а глаза сверкали голодным блеском. Братья замерли от ужаса, не веря своим глазам. Они никогда не ожидали встретить такое существо на рыбалке в родном крае. «Бежим!» — крикнул Андрей, и оба бросились к своему автомобилю, оставив удочки и все свои вещи. Крокодил, заметив их, начал преследовать братьев, его мощные лапы с глухим стуком пробивали землю. Сергей и Андрей мчались к машине, сердце колотилось от адреналина. Они успели добежать до автомобиля, запрыгнули внутрь и захлопнули двери. Андрей бросил ключи в замок зажигания, и мотор завелся с легким рычанием. Братья, не дожидаясь, пока крокодил подойдет ближе, выехали с места, оставив позади странное и пугающее существо. Они проехали несколько сотен метров, прежде чем остановились на обочине дороги, тяжело дыша и пытаясь осознать, что только что произошло. «Ты видел это?» – спросил Сергей, все еще не веря своим глазам. «Крокодил. В нашем пруду». «Да, это просто невероятно», – ответил Андрей, смеясь от облегчения. «Я думал, что мы с тобой не вернемся живыми». Братья переглянулись и начали смеяться, осознавая, что эта встреча станет одной из самых ярких в их жизни. Они решили, что больше не будут возвращаться на этот пруд, но эта история будет жить в их памяти долго. «Знаешь», — сказал Сергей, — «я всегда думал, что рыбалка — это просто отдых, но теперь я понимаю, что это может быть настоящим приключением». «Да, и в следующий раз, когда мы пойдем на рыбалку, лучше взять с собой не только удочки, но и хорошую камеру», — добавил Андрей, все еще смеясь. «Мы же можем написать книгу о наших приключениях». С тех пор братья часто вспоминали тот день, и хотя они больше не рыбачили на том пруду, их связь только укрепилась благодаря этому неожиданному приключению. Теперь они знали, что даже самые обычные выходные могут обернуться незабываемыми моментами. На следующий день они решили провести время по-другому. Отправились в поход в горы, где не было крокодилов, но было много других приключений. Они поняли, что главное – это не место, а время, проведенное вместе, и что их братская связь только крепнет с каждым новым опытом. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.